Приветствую, друзья! Сегодня мы остановимся на еще одних наушниках, использующих сразу два динамических излучателя. Причем один здесь с бериллиевым, а второй с титановым напылением. Я говорю о ТРН TA3. И да, тройка тут вовсе не случайно. В довесок к уже описанным драйверам производитель установил арматуру от бренда Knowles. То есть получилась хитрая такая гибридная трехдрайверная модель. О ней сегодня мы и поговорим. Собственно, поехали! Пришли наушники в небольшой коробке черного цвета с изображением самих героев обзора и указанием на их гибридную систему излучателей. И действительно, внутри стоит 10-мм динамик с бериллиевой диафрагмой, 6-мм с титановой и фирменный арматурный излучатель Knowles 33518, что вместе дает импеданс равный 10 Ом и чувствительность 118 дБ. В комплект нам положили документацию и целых 3 набора силиконовых амбушюр. Жаль, прозрачные, представлены лишь одним средним размером. Кабель же здесь из самых последних решений от данного бренда. Он толстый, витой, со сменным штекером и сопротивлением на каждый из жил, равным 25 сотых Ома. За свою цену это просто прекрасное решение, тем более, что в этот раз нам приложили все популярные виды штекеров. Классический 3,5 мм, балансный 2,5 и пентакон 4,4 мм, то есть на все случаи жизни. Сами чашечки выполнены из полупрозрачного пластика, сквозь который при желании можно рассмотреть все заявленные производителем драйверы. С внутренней части тут расположено компенсационное отверстие из средних размеров, металлический звуковод, а с внешней цинковая крышка с текстурой и логотипом компании по центру. Смотрится это солидно, амбушюры дают приличную звукоизоляцию, да и сидят они весьма удобно. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, местами фатальное расхождение между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие всего 0,3%, что прямо очень круто. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 73 и 97 миллисекунд без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ с правильным заходом на середину, чуть менее выраженное выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины и еще один гигантский на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее нам подсветили частоты 14, 16 и 18 кГц, чтобы на должном уровне продлить верха до заявленных 20 кГц. Что сказать, график в принципе неплохой, с любимым азиатами акцентом на псевдодетализации и, как видим, полным отсутствием контроля качества на производстве. Такие расхождения между каналами, на мой взгляд, неприемлемы. Со сменой амбушюр тут лишь немного сдвигаются пики после 10 кГц. На слух же разница амплитуд на нижней части диапазона практически не ощущается, за что спасибо говорим нашему слуху, который не умеет позиционировать самые низкие частоты. По характеру звук мне показался светлым, в достаточной степени прозрачным и с легким искажением на верхней части средних частот. Все-таки это самый высокий пик у данной модели, и возвышается он от базы примерно на 15 дБ. Следовательно, на всяких агрессивных жанрах и в случае прослушивания музыки на высокой громкости он обязательно будет ярчить и слегка резать слух. Зато бас здесь действительно радует. Он быстрый, массивный, не сказать, что особо текстурный, но собранный и комфортный. Середина у него очень правильная такая сцепка, подчеркивающая ритм партии и убирающая ощущение прогиба на В-составляющей. А остальная часть середины мне показалась чересчур воздушной и немного тонкой наверху. С псевдодетализацией тут очевидный перебор, от чего есть неестественное такое ощущение кристальности звука. Но это если вот прямо придираться. Уверен, подавляющее большинство, наоборот, похвалит их за разрешение и высокий уровень прорисовки. Тембры на самом деле здесь как под микроскопом.
При этом здесь отличная динамика, выразительность и то, что называется мелодичностью. Если не сильно задирать громкость, то слушать их не только приятно, но и интересно. Высокие, как и положено арматурному излучателю 33518, практически невесомые, с призрачными такими вот звуками перкуссии, например, струнных инструментов. На слух все это строит достаточно цельное акустическое полотно с небольшим разрывом в области перехода к верхней части средних частот. Но это здесь, на мой вкус, даже в тему, поэтому не буду придираться. В прямом сравнении с моими текущими фаворитами Кивиерс Orchestral Light, если закрыть глаза на бешеную разницу в цене, Terrain мне показались интереснее на нижней половине спектра, как-то они мягче и музыкальнее Кивиерс, и заметно проще на высоких. Женский вокал хотя и сильнее к нам приближен, но в нем не столь явно чувствуется наслоение дубли, а сам голос кажется менее певучим, с немного металлическим оттенком. Еще раз, разница в стоимости у них огромная, поэтому это скорее тест на референс. С мужским вокалом все более-менее корректно. К усилительному тракту они вроде как не должны быть придирчивы, однако на деле оказались чуть требовательнее арматурных Orchestral Light. Впрочем, к ним уже изначально идут балансные штекеры. По стилистике я бы избегал разве что разные тяжелые жанры. Модель, как ни странно, достаточно хорошо рисует пространство сцены в глубину и способна справиться даже со сложной оркестровой музыкой. По сравнению с топовыми решениями к звуку, естественно, есть вопросы. Как минимум, ему недостает изысканности и органичности. Однако мы имеем отличную протяженность, глубину, неплохой объем и экспрессию. Не без недочетов, но в свою цену очень даже приличная модель. Итогом гибридные трехдрайверные наушники Terrain TA3 отлично сидят. Кабель в комплект положили хороший, просто кучу амбушюр, да и выглядят они довольно интересно. По минусам мне сложно закрыть глаза на столь сильный разбаланс каналов, есть некоторое неоднородное звучание и излишний акцент на псевдодетализации, из-за чего страдают все тяжелые жанры и любители слушать музыку громко. В остальном здесь достойный по четкости бас, прекрасный переход к средним частотам, завидная четкость, выразительность и протяженные такие утонченные верха. Да, далеко не убийца топов, но в своей ценовой категории вполне добротное решение. Можно пользоваться. А на этом у меня все. Это были наушники Terrain TA3. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.